надо лезть. Вы в рабочем комбинезоне в грязном. Что, я рабочий класс. Садитесь. С женой поругался там из-за инвестиций. Что, не пускает домой теперь? Сейчас живу пока в гараже. Я тебе объясню к чему. Может быть, тебе поменять жену просто? Слушай, ну не знаю, пока отношения-то есть. Паша, а меня бодрят есть? на работе. Фотка-то есть? Фотку, да. Я ее подвозил. Она вызвала такси, и я ее подвозил на день рождения к подруге. О, Женек, привет. да, Женек, Ну привет. что, ты едешь? Да, мне полчаса осталось где-то. Слушай, тут такое дело, мне на работу, короче, нужно срочно, у меня в чертежах косяк, я выехал. Слушай, не получается. В чем косяк? В чертежах? Да, в чертежах косяк, короче, на работу срочно, там детали подредактировать надо, там заказ горит у нас на воронку. Слушай, ну давай не будем переносить там с человеком встречу, встретись вы тогда там, соответственно, с женой, и пусть он тогда объяснит. Да блин, ну вообще, конечно, это такая себе история. А тебе-то нормально, что я с ней, без тебя встречаться буду? Слушай, ну я тебе доверяю, ты же человек порядочный, правильно? Да нет, Но понятно, но что? все равно. Нет, это понятно, но тебе самому, смотри сам, короче, просто видишь, вопросы бы позадавать тебе при ней, да, и как бы такой чисто зрительный контакт и с ней, чтобы было. Ну ладно, короче, я тебя понял. Да, давай, хорошо, мы это самое встретимся. Да. Ты тогда по результату, переносить действительно неудобно, потому что Сережа освободил под нас время, да, и короче, то есть мы с тобой сейчас не увидимся, да, я приеду, она одна придет, правильно? Ты сейчас уезжаешь уже. Да, но она все в курсе, там без проблем. Скинь мне, пожалуйста, ее номер телефона. Да, Вот, и я WhatsApp скину. Да, и я, соответственно, как подъеду, скажи, что я через полчаса где-то буду. А потом по итогу, она тебе скажет, и я еще позвоню тебе, потом там, разберемся. Да, хорошо, но главное, да, пообщайтесь, я думаю, что вы обо всем там договоритесь, вопросов не возникнет, он там четко все объясняет, и вопросов не будет. Понял, все же. Ладно, да, давай, связи, давай. Давай, тогда все, к тебе я предупрежу. Давай. А сейчас уже в класс складывается впечатление, что оно мне больше нужно. Хотя работа, работа, согласен. Первым делом самолеты. А колеса до Юнова, но потом вместе с женой. Блин, некомфортно будет мне с ней, конечно. Без Женька встречаться. Не камильфо. Я бы тягу обратно дал, если бы с Серегой не было бы договоренности. Сейчас неудобняк. Отматывать, потом опять это все искать. Ему время отжимать. Вот в такие моменты я жалею, что я вписываюсь в такие благотворительные темы. Да ладно. Да воздастся нам всем по нашим хорошим поступкам. Алло, Жан. Да, привет, это Женя, да. Я подъехал, выходи. На той же машине, да. Давай. Запрыгивай, а то погода портится. Смотри, какая история. Приветики. Привет. Сильнее дверь потом не закрыл. Короче, не смог Женек, да, с нами сегодня присутствовать. Я задал ему вопрос, нормально ли, что мы с тобой вдвоем встретимся? Потому что это такое, знаешь, треугольная история у нас подзависла там, да? Вот, я надеюсь, там у вас из-за меня никаких терок не было? Нет, у нас все налаживается относительно. И честно, вот если не его вот эти вложения в никуда, так, было бы все гораздо лучше. Тебе вообще не отпустить эту тематику? Нет, мы просто скоро бомжами останемся. Сальмонелла, я маленький такой. Перестань ты, господи, ты знаешь, не похожа ты на бомжа, если честно. Вот совсем.
Да, вот близко даже не стояла, поэтому до бомжа тебе еще чесать и чесать. Тем более парень все-таки, ну смотри, он старается. Вот сейчас, да? Вот что сейчас у него? Он должен быть, работает. ну вот, а должен где быть дома, и вообще здесь он должен быть, потому что мы договаривались сегодня общаться. Ну да. Ай, блин. Ладно. Какой смысл от того, что вот наша встреча, какой сейчас смысл? Почему ты помогаешь, пытаешься помочь, что-то объяснить, что? Зачем? Я вот пока ехал, я уже и сам на этот вопрос не мог себе ответить. Ну, я вписался уже помочь человеку, и сейчас уже заднюю давать, ну, как-то неудобно. Мы сейчас закончим, вот сегодня это будет финальная точка. Поверишь ты моему товарищу, да, не поверишь ты моему товарищу, это твое дело. Я все, что от меня, ну, скажем так, все, что я мог, я для вашей семьи сделаю, понимаешь? А тебе уже ваши там внутренние какие-то истории, вот ты послушаешь авторитета, а не мужа. Сможет он тебя убедить? Отлично. Не сможет? Нет проблем. Ему вообще доверять можно? Это Слушай, проверенный человек? Ну, я его знаю столько, он занимается вложением бабла столько, сколько я себя сам знаю. Поэтому ему доверять можно. Я сам у него консультируюсь по многим вопросам. Поэтому послушай его. Да, будут вопросы, позадавай их. Сразу не высылай нахрен эту всю историю, хорошо? Хорошо. Ну и верить я тебя сразу там не заставляю. Ты просто, послушай еще одно мнение. Окей? Да. Давай пообщаемся тогда с ним. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что это надежно. И... Ладно, давай пообщаемся, хорошо, раз уж мы встретились. И... Можно вопрос? А что Да. с лицом? Давай, я не буду тебе отвечать на такие вопросы. Ладно? Просто синяки я, конечно, замазала, но их все равно видно. Бывает. Ладно, не Неважно, хочешь, да. не хочешь, не говори. Давай это останется. Давай. Так, ну что, созвонимся. Нас видно двоих. Давай вот так вот. Видно? Сергей, привет! Видно Добрый меня? день. Здравствуй, Евгений. Да, нормально, мы же договаривались, да, сегодня созвониться. Я надеюсь, у тебя есть пару минут для нас. Вот смотри, это вот Жанна. Для вас таких красивых, конечно, я прямо подофигел. Это, наверное, все-таки про Жанну, а не про меня, да, я понимаю прекрасно. Смотри, значит, это Жанна, жена Евгения, которая, соответственно, у которой очень много претензий к нему за то, что он сотворил, собственно говоря, с деньгами и куда их отнес, а именно в Колесо Дуюнова. И я, представил тебя экспертом вообще в инвестициях, и что ты можешь объяснить вот этой даме на каком-то более-менее простом языке, что Женек не такой уж и лох, да, а у нее, если будут вопросы в процессе, она тебе их задаст. Буквально 3-5 минут мы отнимем, это, так скажем, ненадолго. Я понимаю, что ты человек занятой, поэтому мы тебя слушаем, да, Жан? Вот, мы тебя слушаем. Жанна, приятно познакомиться, прекрасно выглядите. Благодарю. Я не знаю, есть ли смысл, вот как сказал Евгений сейчас, да, на более там профессиональном языке общаться, да? Насколько вы близки сами вообще к миру инвестиций? Вообще сами задумывались об этом когда-либо, чтобы зарабатывать деньги, например, на инвестициях? Вам близка эта идея вообще? Нет, абсолютно нет. Я сторонник, и я думаю, что бесплатный сыр только в мышеловке, если честно. Отлично. Вы нормальный человек, которых большинство, и поэтому я предлагаю вам объяснить, да, более, в моем понимании, да, простыми словами, чтобы такой вот очаровательной девушке, как вы, стал понятен смысл, да, выбора вашего супруга. Да, давайте разберем. Не против, да? Так, да, смотрите, конечно. вот как мне кажется, да, девушки сейчас, да, особенно сейчас, у них в тренде вот такой момент найти успешного себе, красивого, с деньгами, чтобы все уже было хорошо. Это как раз очень похоже на классических инвесторов, которые ищут компании, которые сейчас прекрасно себя чувствуют, нормально стоят денег, у всех на слуху. И ты, если даже в компании где-то говоришь, что у тебя есть там Яндекса акции, например, или Тесла ты купил вчера акции, тебе так, ты, наверное, молодец. То есть, понятно, да, вот женщины, они тоже ищут мужчину, которому можно похвастаться, правильно? Конечно, однозначно.
да? Но наверняка, если бы вот вы могли сейчас вернуться на какое-то количество лет назад и оказаться 15-летней юной там девушкой, возможно, все-таки, да, вы хотели бы найти себе человека, который успешным станет благодаря вам, скажем так, вместе с вами. Есть такая фишка тоже у женщин. Они знают, что, грубо говоря, если ты станешь генеральшей, да, там, или женой бизнесмена, вместе с которым вы там 10 лет назад заваривали доширак, то ты спокойно при разводе, в общем-то, заберешь половину, если не больше, и все у тебя будет хорошо, потому что ты имеешь на это полное право. Ну, есть такое, да? Ну, есть, соглашусь, да. Есть, да. Это вот как раз про, так сказать, колесо Дуйнова, которое, да, так в народе назвали. На самом деле проект называется Соволмаш. Есть и разные другие такие проекты, на самом деле. И здесь речь идет как раз о том, что люди, которые поддерживают такие проекты в самом начале, в случае, если эти проекты становятся крупными компаниями, они уже могут претендовать на часть этой компании. То есть здесь тот самый джекпот, это то же самое, что вот вы со своим благоверным бы, да, вырастили бы из него олигарха и потом уже имели бы право на половину, да. Вот абсолютно идентичная ситуация. И если анализировать исключительно, что делает сейчас Соволмаш, да, это в области электродвигателей, в области именно энергоэффективности электродвигателей, то, что очень нужно этому рынку, то есть они не придумали что-то там новое, что нужно внедрять на рынок, чего нету вообще, да, это не какой-то там стартап, где нужно еще доказывать, что рынку вообще это надо. Они абсолютно в рынке, то, что они делают, абсолютно все хотят, но никто сделать не может. Это можно легко приехать вот в Зеленоград, в особую экономическую зону Технополис Москва и просто руками потрогать, посмотреть. И как в большинстве вот таких моментов, когда идут прорывы, конечно же, люди от этой индустрии пытаются хейтить этот бизнес. Потому что на их грядку заходит какой-то новичок, который, в общем-то, всех при удачном истечении обстоятельств просто подвинет. Потому что все, что он делает, на 2-3 головы выше. И это абсолютно нормально. Если мы там сейчас банальные вещи возьмем, например, там тоже яблоко, все абсолютно знакомые, да, которые вкладывали в него деньги, старались из него их забрать там через 2 месяца, через 3, и есть, господи, Стив Джобс же, да? У Стива Джобса были большие проблемы именно с созданием этой компании. Никто не понимал его идею. И прямо специалисты рынка, конкретно специалисты рынка, говорили, что он идиот и что никогда у него ничего не получится. Например, чтобы собрать дома персональный компьютер, ну, нужно было обладать там, ну, некими там электротехническими умениями там, да, и какими-то инженерными скиллами. Невозможно было сейчас представить, что там, ну, вот, персональный компьютер может быть таким, какой он есть. И это сделал именно вот гений Маска, такой потребительский гений. То есть он взял все, что есть на рынке, и собрал в то, что легко употребить. Он видел то, что людям надо, а специалисты этого рынка говорили, что до этого никому не надо и в жизни не зайдет. И примеров таких куча. Здесь абсолютно другая история, конечно, да, более такая технологичная, но с этой точки зрения то же самое. Абсолютно мне бессмысленно вам сейчас раскладывать технические данные. Вы, если захотите, углубитесь в тему и сами посмотрите, да, можно зайти на сайт Соволмаш непосредственно, там есть и протоколы испытаний, и документация, да, они огромное количество лет. Изобретение само состоялось в 95-м году, скажем так, прорыв. И для того, чтобы проверить, случился прорыв или нет, Дмитрий Александрович Дуйнов до 2017 года, да, практически даром обучал людей пользоваться этой технологией. Сергей, извините, пожалуйста, я хочу узнать одно. Мы вообще сможем оттуда деньги вытащить свои, или мне уже пора уходить от мужа? Да, ну, вернуть деньги, конечно же, нет. Конечно, вы не сможете вернуть деньги. Деньги вашего супруга потратили. На его деньги построили большой инжиниринговый центр в Технополисе Москва. Но он за это имеет право получить акции Соволмаш. Компания сейчас вот в этом году начнет, скорее всего, преобразование уже в акционерное общество, и ваш супруг станет акционером. Компания это IPO делать не будет. То есть классические инвесторы туда не попадут.
инвесторами станут именно те люди, которые поддержали проект именно вот в то время, пока компания создавалась, пока компания не преобразована в акционерное общество. То есть ты станешь женой акционера. Понимаешь? Акционера предприятия, которого аналогом в мире сейчас нет. Ребята в электротехнике реально делают то, что сейчас не может никто. Ну, к ним так на минуточку приезжает КАМАЗ посоветоваться по электродвигателю. КАМАЗ не делать. В смысле машина КАМАЗ, Я а в смысле поняла. организация КАМАЗ. Ну, на всякий случай тебе, да? Да, знакомо. Да, там ведут всякие сложные переговоры дурацкие. То есть Sovelmash реально сейчас очень востребованная компания. Вопрос только в том, что нужно сдать ПКТБ, да, вот именно это инжиниринговый центр в эксплуатацию и начать работать. Ну, это вот примерно этот год. Так что ваш супруг, в принципе, красавчик. И если эта компания выстрелит, то главное, чтобы он от вас не ушел. Сереж, спасибо тебе большое. Мажорная нота, на ней как бы тормознем. Спасибо, что уделил внимание. Есть вопросы? Нет, вопросов больше нет. Самый главный вопрос я уже задала. Касаемо денег, что касается, что женщинам нужно, да? Чтобы финансовое состояние их семьи было благополучным. Сереж, спасибо тебе большое. С нас коньяк обязательно. Женек тебе зашлет, я тебе передам. Благодарю еще раз от души. Будем Жанну продавливать в том, что она не зря вышла замуж за Евгения. Да не надо на самом деле никого продавливать. Я вам скажу, что инвестиции это тяжело, не всем дано. Если не хочешь поддерживать предпринимателей, то и не надо, это правда сложно. А муж красавчик. Все. Спасибо тебе большое, Сереж. Всего хорошего. Попрощаешься? Все, до свидания. Очень приятно было познакомиться. Пока-пока. Да, пока. До свидания. Понимаешь теперь? Или до сих пор еще не понимаешь? Нет, понимание у меня есть. Но веры нет? Маленькая надежда есть, что все-таки... Маленькая надежда? Да. Хочется верить, хочется доверять, но надежда есть. Понятно, что у тебя там надежды немного, но ты мне хоть скажи, встреча полезная была или нет? Ну да, встреча была полезна, но знаешь, все равно вера как-то внутри, она такая слабенькая, но она присутствует. Хочется надеяться. Вера слабенькая, но присутствует. Да. Человек внушительный, я прям думаю, что стоит, наверное, поинтересоваться этой компанией и уже в коем-то веке перестать душить мужа. Ну, не зря, да, вот надо просто собирать информацию не из одного источника, тем более, если муж у тебя никогда не занимался такой тематикой, конечно, ему поверить тяжело. Вдруг он ни с того ни с сего проснулся и сказал: Жанна, я инвестор, я отнес все бабки вот в колесо Дуинова. Такой: нифига себе, ты охренел? То есть я тебя могу понять прекрасно, да, я на шубу копил, а ты все бабки унес. Ладно, короче, ладно, ну все тогда. Чего? Ты же с Женей сама поговоришь, а я там, наберу, скажу, что встречались, и все, соответственно, произошло. Что с лицом-то реально? Ну, как тебе сказать? Я просто на самом деле не... Жан, давай только вот без этого, я тебя очень прошу. Мы начали реально с хорошей вообще истории, привели тебя, чтобы тебе рассказали о вообще других вещах, а ты сейчас начинаешь реветь. Не хочешь рассказывать, не рассказывай, плакать точно не нужно, я тебя очень прошу. Это ваши темы, там, терки, я спрашиваю, интересуюсь чисто из вежливости, даже не из любопытства, но реветь точно не нужно, правда. Я, сейчас сам переживать начну, а мне это вообще ни к чему. И вообще нафиг это не нужно. Я и так себя чувствую не в своей тарелке, что мы встречаемся, опять же говорю, без Жени, вдвоем только. И мне это все дискомфортно, скажем так. Я понимаю, на самом деле ты отчасти спас мои отношения, ты поступил как настоящий мужчина, и далеко, наверное, не каждый бы смог позвонить, объяснить что-то. И можно я тебя просто обниму? Ты считаешь это уместно? Думаю, да. Ладно, давай, обнимемся и уже разойдемся. Давай. Все будет хорошо. Все будет отлично. Эй, Жанна, ты что творишь? Оу май! Заканчивай, ты что, мать? С ума сошла, что ли? Ты что? Держи себя в руках. Я уж понимаю, что у вас там не все гладко,
Давай, иди домой, ладно? Да, я Всё. что-то, слушай, На, держи. я перенервничала. Да, я вижу. Извини, пожалуйста. Всё, давай, ради пока, Бога. да. Да. Перенервничала она. Мало, видимо, ей прилетело. Видимо, еще хочет. Женщин понять, это, конечно, такое себе. Ладно. Напишу Женьку, чтобы когда освободился, набрал меня. Не зря вот у меня чуйка была, что нахуй без него встречаться не надо. А все доброта. Все доброта. Типа, сейчас я всем помогу. Ну все, я все, что можно и от меня нужно было, я все сделал. Ладно. Бог не фраер, как говорится, он все видит. И что и все, короче. Это мне урок будет, что не нужно никогда. Чего делать? А хрен его знает. Знал бы, что не нужно делать, стал бы миллиардером. Блин, да, это точно. Ладно. Ох, Жанна. Женя и Жанна. Ладно, и еще один Женя. Это ж надо так. Слишком много букв «Ж» в этом месте. Поеду-ка я домой. Вот так вот. Ну и, соответственно, кто первый раз включил это видео, не понимает, о чем терки. Терки про инвестиции. Про какие конкретно оставлю в описании ссылку, чтобы вы понимали хотя бы без просмотра предыдущих серий, что происходит. Так будет правильней. Все, пока, поехали.